Глава 27. Оказавшись на дне ямы, советник спросила на языке Баньюэ. Кэмо, что произошло? Стоило ей заговорить, Сэлянь осознал, что голос девушки значительно разнится с его ожиданиями. Тон действительно звучал ледяным, но при этом очень тихим, словно чем-то расстроенный ребенок бормотал себе под нос. Это был вовсе не тот стальной бессердечный голос, который ожидал услышать принц. Если бы не отличный слух, Сэлянь бы вовсе ничего не расслышал. Кэмо воскликнул. Что произошло? Они все мертвы. Советник, как они могут быть мертвы? Кэмо, разве не потому, что ты столкнула их сюда и заперла в этом проклятом месте? Советник, кто здесь? Внизу еще один человек. В действительности же на дне ямы, помимо Кэмо, находились еще два человека, однако у Саньлана не было ни дыхания, ни сердцебиения, и потому советник Баньюэ не ощущала ни следа его существования. А когда наверху началась неразбериха, она совершенно не обратила внимания, кто свалился в яму, а кто сбежал. Поэтому сейчас она считала, что Сэлянь один. Кэмо воскликнул. «Это они убили моих воинов, теперь ты довольна. Наконец-то они все мертвы». Советник надолго замолчала. Лишь спустя время во тьме внезапно загорелся огонь, озаривший девушку в черных одеждах, которая держала на ладошке маленький пучок пламени. На вид ей было не больше 18. Скромное дорожное платье черного цвета, такое же черное, как ее глаза. Нельзя сказать, что девушка некрасива, просто выглядела она крайне безрадостно. На лбу и в уголках рта виднелась синева, хорошо заметная в свете пламени. Если бы ранее они не убедились в этом, сейчас никто бы даже не подумал, что советник Баньюэ и есть эта бледная девчонка. Пламя озарило и пространство вокруг девушки. У ее ног лежали мертвые тела воинов Баньюэ, облаченных в доспехи. Сэлянь не удержался от взгляда в сторону. Пламя, зажженное советником, сияло не слишком ярко и не могло осветить людей на дне ямы целиком, они по-прежнему оставались сокрыты во тьме. Но все же далекий огонек помог принцу разглядеть рядом фигуру в красном. Возможно, ему просто померещилось, ведь Саньлан ростом и ранее был выше принца. Но сейчас юноша как будто еще немного подрос. Взгляд Сэляня медленно переместился наверх, оказавшись на уровне шеи юноши, остановился на мгновение, затем передвинулся до подбородка изящной формы. Верхняя часть лица юноши все еще скрывалась в темноте, но и нижняя половина уже чем-то отличалась от образа, привычного принцу. И хотя очертания линий не потеряли в красоте, теперь они стали более выразительными. Возможно, ощутив взгляд Сэляня, лицо слегка наклонилось, повернулось, и едва заметно изогнулся краешек линии губ. Сэлянь, желая разглядеть поближе, сам того не осознавая, сделал шаг в сторону юноши. Внезапно раздался громкий крик Кэмо. Он узрел жуткую картину побоища своими глазами, и это стало для него потрясением. Сэлянь тут же пришел в себя, обернулся и увидел Кэмо, который в ужасе схватился за голову. Советник же, услышав его крики, не выказала ни радости, ни грусти, лишь кивнула и произнесла. «Хорошо». Кэмо, убитый горем, услышав ее, разгневался еще сильнее. «Что в этом хорошего? Что ты хочешь этим сказать?» Советник ответила. «Хорошо» означает, что мы, наконец, свободны. Она развернулась к Сэляню в темноте с вопросом. «Это вы убили их?» Сэлянь ответил. «Это всего лишь недоразумение». Кэмо перебил его. «Как ты можешь лгать, не моргнув глазом?» Сэлянь продолжал упорствовать. «Но ведь в жизни недоразумения встречаются повсюду». Советник взглянула на него, но реакция осталась неясной. Она вновь спросила, «Кто вы такие?» Теперь она заговорила на чистейшем языке центральной равнины, без единого намека на вопросительный тон. Сэлянь ответил, «Я, небожитель верхних небес, а это мой друг». Кэмо не понимал чужого языка, но по тону расслышал, что они не переругиваются, и потому настороженно спросил. «О чем вы говорите?» Взгляд советника медленно скользнул мимо Сэляня и задержался на Саньлане. Впрочем, спустя пару мгновений она отвела глаза и произнесла. «Сюда никогда не являлись небожители. Я думала, вы давно забыли об этих местах».
Сэлянь уж было приготовился сразиться с советником Банюэ, однако к его неожиданности девушка совершенно не выказала желания биться, что весьма удивило принца. Она спросила еще: «Вы хотите выбраться отсюда?» Сэлянь ответил: «Конечно, хотим. Но вокруг установлено магическое поле, выбраться не представляется возможным». После его слов советник подошла к стене ямы грешников, протянула руку и просто ударила ладонью по поверхности стены. Обернувшись, она произнесла: «Я сняла магическое поле, вы можете уходить». Она так просто согласилась их отпустить. Сэлянь тщетно старался подобрать слова для ответа. Избавил его от необходимости голос, раздавшийся сверху. «Эй, есть кто-нибудь внизу? Если никого нет, то я пошел». Голос принадлежал Фуя. Сэлянь, кажется, услышал, как Сань Лан рядом недовольно цокнул языком. Принц немедля поднял голову и действительно увидел, как в яму заглядывает фигура в черном. Он выкрикнул: «Фуя, здесь есть люди. Я здесь, внизу». После он помахал рукой. Фуя сверху спросил: «Ты что, правда внизу? Кроме тебя там кто-то есть?» Сэлянь: «Ну кроме меня здесь еще много чего. Может, сам посмотришь». Фуя, кажется, пришел к такому же выводу и решил увидеть все сам. Поэтому раздался гулкий удар, и вниз полетел большой огненный шар. В тот же миг яма грешников целиком озарилась светом пламени. Внутри стало светло, словно днем, и Сэлянь наконец смог рассмотреть, в каком месте он находился. Со всех сторон его окружали сваленные в кучу трупы, превратившиеся в целые горные вершины, орошенные кровью. Тела множества воинов Баньюэ лежали друг на друге, нагроможденные как попало, смуглые лица и руки перемешивались со сверкающими доспехами и багровой кровью. Лишь то место, где стоял Сэлянь, оказалось единственным чистым клочком земли во всем пространстве ямы грешников. Все это произошло здесь, в темноте, в тот момент, когда Сань Лан спрыгнул вниз. Сэлянь вновь повернулся и посмотрел на юношу рядом с собой. Только что во тьме ему смутно привиделось, что Сань Лан как будто стал немного выше, и в некоторых мелочах его образ отличался от прежнего. Однако теперь, при свете яркого огня, принц видел рядом все того же красивого юношу, который на его взгляд ответил легкой улыбкой. Сэлянь, опустив голову, посмотрел на его запястья и сапоги. Как и ожидалось, никаких отличий от прежнего образа, ни следа каких-либо мелодично звенящих украшений. Внезапно раздался глухой стук, это Фуя спрыгнул вниз. Сэлянь спросил: «Ты разве не остался, чтобы присматривать за караваном?» Едва спустившись, Фуя еще не успел привыкнуть к сильному запаху крови на дне ямы. Он нахмурился и помахал рукой, разгоняя воздух, потом безразлично ответил: «Я прождал 6 часов, но вы все еще не возвращались, так что я решил, что с вами что-то стряслось». Я нарисовал круг на земле и приказал им оставаться внутри, потом пришел сюда на разведку. Сэлянь, твой круг долго не продержался. Едва ты ушел, они стали сомневаться, что мы бросили их на произвол судьбы. В итоге разбежались кто куда. Что нам теперь с ними делать? Фуя, если люди стремятся умереть, их не остановить и 8 скакунов. Ничего не поделаешь. А эти двое что здесь делают? Кто это такие? Юноша с большой настороженностью посмотрел на двоих других присутствующих на дне ямы, однако вскоре с удивлением обнаружил, что Кэмо избит до беспомощного состояния, так что не в силах подняться с земли, а советник Баньюэ просто молча стоит, опустив голову. Сэлянь объяснил: «Вот это генерал государства Баньюэ, а это советник государства Баньюэ». Сейчас они не успел принц договорить, как Кэмо вдруг вскочил на ноги. Он лежал на земле достаточно долго, чтобы его силы, наконец, восстановились, и теперь с громким ревом поднялся и напал на советника Баньюэ. В прошлом подобное непотребство, когда здоровенный детина избивает хрупкую девушку, просто не могло произойти на глазах Сэляня. Но у Кэмо были слишком весомые причины для ненависти к советнику, к тому же девушка даже не пыталась увернуться, хотя очевидно могла. Кэмо, бросая девушку из стороны в сторону, словно тряпичную куклу, в гневе воскликнул: «Где же твои скорпионовые змеи? Давай, прикажи им покусать меня. Скорее, освободи и меня от страданий». Советник меланхолично проговорила:
Кэмо, мои змеи больше не слушают меня. Кэмо с презрением крикнул. Почему же они не покусали тебя до смерти? Советник понизила голос. Прости, Кэмо, ты правда настолько нас ненавидела? Советник покачала головой. Кэмо же взъярился еще сильнее. Ты решила окончательно меня разозлить. Раз в тебе не было ненависти к нам, почему ты нас предала? Ты, бесстыжая изменница, подлая, продажная дрянь. Фу, я при виде драки, которая становилась все ожесточеннее, но при этом побои наносили только одной стороне, хмуро спросил. Эй, о чем это они говорят? Может быть, стоит их разнять. Сэлянь тоже не мог больше смотреть на это. Он подбежал и схватил Кэмо со словами. «Генерал, генерал, может быть, вы расскажете, кто был тем человеком из государства Юнань, с которым она спелась, и внезапно советник сама схватила запястье принца. Движение было неожиданным, пальцы сжались крепкими клещами. Сэлянь вначале с тяжестью в сердце заподозрил, что она решила напасть, воспользовавшись удобным моментом, но когда опустил глаза, то увидел, что девушка с посиневшими уголками рта лежит на земле, подняв на него взгляд. Она ничего не говорила, только в ее черных, как вороново крыло, глазах разливалась жаркая, почти обжигающая надежда. Этот образ в момент соединился с другим, маленьким и хрупким, из далекого-далекого прошлого. У Сэляня с губ сорвалось. «Ты», советник тоже произнесла, генерал Хуа. Услышав подобный обмен репликами, все находящиеся на дне ямы застыли от неожиданности. Фуя тут же выбежал вперед, одним ударом отправил Кэмо в забытье и спросил. «Вы знакомы?» Сэлиню, однако, было не до ответа. Он присел, схватил советника за плечи и стал внимательно рассматривать ее лицо. Вначале он увидел ее лишь издалека, поэтому не смог разглядеть отчетливо. К тому же облик повзрослевшей девушки значительно изменился, да и целых 200 лет прошло. По этим и иным различным причинам принц не узнал девушку сразу. Но теперь, увидев ее вблизи, он понял, это лицо действительно было тем самым, из его памяти. Сэлянь долго не мог ничего сказать, но спустя какое-то время, наконец, проговорил. «Бань Юэ». Советник сразу схватила его за рукав, внезапно разволновалась и ответила. «Это я, генерал Хуа, вы меня помните?» «Сэлянь, конечно, я помню тебя. Но...» Он еще раз внимательно посмотрел на девушку и добавил, «Но что же с тобой стало?» После этих слов глаза советника внезапно наполнились болью. Она тихо произнесла, «Простите, старший командир, я все испортила». Она звала его то генералом, то старшим командиром, и остальным не составило труда догадаться об истине. Фуя с легким изумлением спросил, «Командир, генерал, ты, но как это возможно? Значит, та могила». Сэлянь кивнул. «Моя, Фуя, ты же сказал, что 200 лет назад собирал здесь мусор». Сэлянь, но это долгая история, за пару слов не расскажешь. Вначале я именно этим и собирался заниматься. Выяснилось, что 200 лет назад наступил момент, когда Сэлянь по некоторым причинам не мог больше оставаться на востоке и решил убраться оттуда подальше, перейти хребет Цинлин и отправиться на юг в поиске новых благодатных земель для сбора рухляди. Поэтому он вооружился компасом и отправился в дорогу. Однако в пути его все чаще посещала мысль, почему же пейзаж вокруг совершенно не такой, как ожидалось. Очевидно же, что его должны окружать зеленые заросли и густонаселенные города. Почему же чем дальше, тем более пустынной становилась местность? Но подозрения оставались лишь подозрениями, и принц продолжал неустанно продвигаться вперед, шел, пока не добрался до пустыни. А когда порыв ветра набил ему полный рот песка, только тут Сэлянь понял, что его компас давно сломался. И направление, которое он показывал, неверное. Ничего не поделаешь, даже если направление неверное, все же принц подумал. Раз уж я пришел, неплохо будет хотя бы полюбоваться пейзажами бескрайней пустыни, и продолжил идти вперед, только временно сменил направление на северо-запад. А когда наконец добрался до границы, оказался недалеко от государства Баньюэ, где я обосновался. Сэлянь произнес, «Вначале я на самом деле всего лишь собирал в округе мусор и всяческую рухлядь. Но на границе возникали столкновения, солдаты часто дезертировали из войска, и тогда, чтобы заполнить недостачу, хватали всех подряд.
Сань Лан спросил, и тебя призвали на войну против воли? Сэлянь ответил, да, призвали, но мне было безразлично, кем трудиться, солдатом, так солдатом. Впоследствии я несколько раз участвовал в сражениях с разбойниками, и как-то вышло, что меня повысили до старшего командира. Ну а те, кто относился ко мне с уважением, называли меня генералом. Фуя спросил еще, но почему она назвала тебя генералом Хуа? Это ведь не твоя фамилия. Сэлянь помахал рукой и объяснил. Не обращай на это внимания, тогда я просто назвался именем, которое пришло в голову. Кажется, меня звали Хуассе. Выражение лица Сань Лана при звуках имени слегка изменилось, уголок губ как будто едва заметно приподнялся. Сэлянь, не замечая этого, продолжал рассказ. На пограничных территориях вспыхивало множество войн, и потому оставалось много сирот. На досуге я иногда играл с ними. И среди них была девочка по имени Бань Юэ. Во время стычек с разбойниками Сэлянь был самым отважным воином, никто не смел вставать у него на пути, даже стоять с ним рядом. Но когда сражение заканчивалось, кажется, кто угодно мог пользоваться его добротой. Однажды принц развел огонь у оборонительной песчаной стены и сварил поесть в собственном шлеме. Аромат приготовленной пищи распространился вокруг, и рассерженные воины пинком перевернули варево на землю. Удрученный Сэлянь пошел подобрать свой шлем, но, обернувшись в ту сторону, увидел нечесаного, неумытого ребенка, который сидел за его спиной и ел то, что размазалось по земле, совершенно не боясь обжечь руки. Принц сначала удивленно замер, затем закричал. «Нет, постой, эй, дружок!» Как и следовало ожидать, ребенок, оказавшийся девочкой, в один присест закинув в рот несколько горстей того, что подобрал с земли, стал плеваться и горестно зарыдал. Сэлянь от испуга схватил девчонку, перевернул и начал трясти, пока с большим трудом не заставил ее выплюнуть все, что та успела проглотить. Закончив, он присел на землю, стер пот со лба и произнес. «Ну как, ты в порядке? Уж прости меня, только не рассказывай ничего своим родителям и в следующий раз не ешь то, что упало на землю. Постой, что ты делаешь?» Девочка с глазами, полными слез, снова стала подбирать еду с земли, очевидно, все еще собиралась это съесть. Сэлянь, схватив девочку снова, заметил, что живот у нее скоро просто-напросто прилипнет к спине. Проголодавшись до такой степени, человек может съесть все, что угодно. Даже рыдая и давясь от омерзения, все равно будет есть. Сэлиню ничего другого не оставалось, как отдать ей свои последние съестные припасы. Впоследствии он часто видел эту девочку, подглядывающую за ним из какого-нибудь темного угла. В его памяти девочка по имени Бань Юэ всегда была очень веселым ребенком, только тело и лицо часто покрывали синяки. Увидев его, она хваталась за полы его одежд и в нетерпении смотрела на Сэляня снизу вверх. Дети народа Бань Юэ прогоняли ее от себя. Кроме Сэляня еще только один юноша, живущий в пограничной местности государства Юнань, иногда заботился о девочке. Поэтому она целыми днями крутилась вокруг них двоих. Она крайне редко разговаривала, но умела говорить на языке центральной равнины, поэтому Сэлянь никак не мог понять, в каком государстве родилась девочка. Как бы то ни было, он видел, что никому нет дела до слоняющегося где попало ребенка, и потому позволял ей ходить за ним. Иногда выдавалась свободная минутка, и принц учил ее петь, бороться, показывал ей трюки с разбиванием камня на груди и чем-то вроде того. Отношения между ними можно было назвать неплохими. Сэлянь добавил, «Я полагал, что Бань Юэ из титула советника Бань Юэ указывает на государство, но не представлял, что имя советника действительно звучит Бань Юэ». Фуя, что было потом? Сэлянь, потом все было почти так, как написано на той надгробной плите в пещере с могилой генерала. Помолчав немного, Сань Лан произнес, «На плите сказано, что ты умер». Вспомнив о той плите, Сэлянь и сам почувствовал себя весьма скверно. Ведь обычно надписи на надгробных изваяниях воспевали подвиги и прославляли добродетели умершего, всячески приукрашая его деяния. Пускай там написали вещи, подобные постоянному понижению в ранге, но как можно было вот так без прикрас описать столь позорную смерть?
Когда они спасались от песчаной бури в пещере, добравшись до того момента на надгробной плите, принц просто не мог смотреть на эти строки. И если бы Сань Лан не понимал языка Баньюэ и не читал вместе с ним, Сэлянь притворился бы, что на камне нет отрывка о смерти. Даже он сам, увидев написанное, едва не прыснул со смеху, разве можно обвинять в этом других людей? Они оказались на его могиле, скрываясь от бури, а узнав смысл надписей на каменной плите, с ног до головы раскритиковали его жизнь, а потом посмеялись над смертью. При этом принцу было крайне неудобно просить их не смеяться, поэтому Сэлянь и почувствовал себя весьма безрадостно. Ощущая, что скоро сотрет лоб до красноты, принц ответил: это конечно, я не умер. Просто притворился мертвым. Я не мог поверить своим ушам. Сэлянь принялся объяснять. Придавленный множеством ног, я просто не мог подняться, поэтому ничего не оставалось, как притвориться, что я умер. По правде говоря, Сэлянь и сам не помнил, как именно умер. Не помнил даже, по какому поводу случилось то столкновение армий двух государств. В памяти сохранилось только, что причина была настолько бессмысленной и глупой, что принцу совершенно не хотелось сражаться. Но тогда его уже понизили в ранге так, что ниже некуда, и потому никто его не слушал. Когда стороны сражались до ярости в глазах, Сэлянь выбежал вперед, а остальные, увидев его, почему-то с криками направили на него все сабли и мечи. Я задал еще вопрос. Наверняка ты настолько всем надоел вклиниваться посередине, что навлек на себя ненависть обеих сторон. Иначе с какой стати остальные набросились бы на тебя с оружием, едва заприметив? Кроме того, раз уж ты знал, насколько тебя все ненавидят, почему не избежал стычки со стольким количеством недоброжелателей? Зачем выбежал вперед? Ты ведь наверняка мог спастись, если бы захотел.